Объединенные Арабские Эмираты. Страна, которая задыхается от дорожных заторов и невыносимой 50-градусной жары. Здесь решается судьба компании Unitsky String Technologies Incorporated. Инженерам предстоит построить прототип принципиально нового вида общественного транспорта, способного буквально лететь над дорогой, на которой обычные автобусы безнадежно стоят в пробке. Если белорусские специалисты смогут реализовать этот проект в условиях экстремально жаркого климата Арабских Эмиратов, то они изменят современное представление о пассажирских и грузовых перевозках навсегда. Город Шарджа. Объединенные Арабские Эмираты. На этом участке земли Анатолий Юницкий и его команда собираются построить транспортный комплекс «Карат». Но пока перед ними лишь пустынная полоса песчаных барханов. Комплекс будет состоять из посадочной платформы, 2 пассажирских станций, электромобиля и трассы. Казалось бы, ничего сложного. Попав сюда, мне пришлось многому учиться заново. В Эмиратах никто и никогда не работал с подобными технологиями. Ничего сложного. За исключением того, что 12-тонный автобус с пассажирами на борту должен передвигаться над раскаленной пустыней на скорости 120 км в час и при этом сохранять абсолютную безопасность и эффективность работы всех систем в экстремальных условиях. И чтобы массу разгонять, надо время, чтобы разогнать до расчетной скорости. Поэтому нужна еще длина трассы. Инженерам предстоит построить самую высокую, самую грузоподъемную и самую протяженную трассу за всю историю компании. И чем большая скорость, и чем тяжелее машина, тем большая мощность нужна для разгона. И законы физики мы изменить не в состоянии. Чтобы справиться с этими непростыми задачами, им придется задействовать весь опыт и знания, накопленные за последние десятилетия работы в Беларуси. Я видел эту пустыню, а там тоже нам везет почему-то. Там тоже была военная база. И я стоял, думал, с чего начинать? Работы начались в сентябре 2020 года, когда ковш экскаватора впервые вонзился в песчаную почву, ознаменовав старт большого строительства. Инженеры проводят разведку грунта, чтобы точно определить места для установки опор. Конструкцию требовалось возвести с предельной точностью. Чтобы соответствовать строгим строительным нормам Эмиратов, было принято решение установить промежуточные опоры высотой с 5-этажный дом. Но с самого начала строители сталкиваются с серьезными проблемами. Когда работы проходят под палящим солнцем, вокруг снуют ядовитые змеи и скорпионы. С побережья налетает сильный порывистый ветер, сносящий ограждение, а техника раз за разом вязнет в зыбком песке. Тогда ты понимаешь, что значит строить в пустыне. С этим мы боролись, используя другую технику, либо уплотняли грунт локально, проливали его водой, трамбовывали более тяжелой техникой. Однако песок все равно проникал повсюду. Он забивался в механизмы, мешал работе техники и усложнял каждый этап строительства. Рабочие очень сильно устали, все вымотаны. Но я думаю, что нам нужно сейчас немножко подсобраться и не терять сосредоточенность. Но сколько бы усилий ни понадобилось, международная команда специалистов из более чем 5 стран мира под руководством инженерного состава из Беларуси решительно настроена работать здесь до тех пор, пока «Карат»
не станет реальностью. Поэтому еще студентам я как раз и спроектировал идеальную систему, которую мы сейчас называем UST. Она идеальна со всех позиций, со всех законов физики и всех законов сопромата, теоретической механики, материаловедения, машиностроения, аэродинамики, эргономики, экономики и много чего другого. Это оптимальная система, спроектирована с нуля, а не путем совершенствования чего-то, да? И имеющая в теории максимально возможные параметры. Максимально высокий КПД, лучшую аэродинамику, максимально низкую ресурсоемкость, максимально низкую стоимость и много чего другого. Март 2021 года. Одна за другой массивные промежуточные опоры возводятся над землей, создав каркас для будущей транспортной системы. Достаточно прочные, чтобы выдержать нагрузку в 100 тонн, и достаточно высокие, чтобы в будущем вписаться в городскую инфраструктуру любого крупного города Арабских Эмиратов. Также построены 2 анкерные опоры, которые будут выполнять функцию пассажирских станций. На одной из них строители приступают к сборке и установке мощного анкерного узла. К нему будет крепиться одна сторона рельса струнной путевой структуры. Этому анкерному узлу предстоит удерживать натяжение силой 1800 тонн, что в 2 раза больше, чем вес самого большого БелАЗа, загруженного до предела. Началась подготовка к монтажу струнно-рельсовой путевой структуры. Мы видим здесь веса, потому что здесь на монтаж будет идти и над дорогой асфальтной, и поэтому, естественно, мы должны монтировать так, чтобы не мешать движению. Следующий этап – монтаж надземной трассы, одна из самых сложных и ответственных частей проекта. Перед инженерами стояла непростая задача – собрать 54 каната из высокопрочной стали длиной по 2160 метров каждый в 2 струнных рельса. Предварительно натянуть их, а затем поднять на опоры и закрепить. Поэтому мы монтировали струны, несущие канаты, рельсы, подвесы и другие элементы на уровне земли. Но как поднять преднапряженную металлическую конструкцию длиной более 2 километров и весом 350 тонн на высоту 17 метров, не нарушив ее целостности? Это была самая сложная операция, с которой мы там столкнулись в Эмиратах. Стандартное решение требовало бы 7 автокранов грузоподъемностью более 500 тонн, аренда которых обошлась бы в более чем $35 000 в сутки. Чтобы уложиться в бюджет, генеральный конструктор находит простое, но гениальное решение. Мы совместили 2 технологии. Технологии укладки магистрального трубопровода, цельного сварного длиной более 2-10 километров в землю. И технологию подъема какого-то локального сверхтяжелого сооружения на высоту, например, платформы для добычи нефти. Там используются гидролифты. Мы расставили гидролифты по длине нашего линейного сооружения. И вот там, в случае, допустим, обрыва где-то или не срабатывания каната, все это могло бы рухнуть. Гидролифты закрепили на опорах. После чего начали поднимать всю трассу дискретно. Так, шаг за шагом, под палящим солнцем команда инженеров и строителей подняла будущее своего проекта в буквальном смысле на новый уровень. Контролируя усилия в каждом домкрате, мы смогли поднять путевую на нужную нам высоту, на нужную отметку.
Это позволило нам сократить затраты по отношению к использованию автомобильного крана. И подобного никто в мире еще до нас не делал. Там были свои риски, но мы их просчитали и подняли путевую структуру, закрепили без всяких проблем. Эта технология достойна занесения в Книгу рекордов Гиннесса, потому что такого в мире в дорожном строительстве не существует. Мы были первыми. Если все это рухнуло, все, нас бы не было. Мы стали банкротами, показали несостоятельность технологий и так далее. А там могло быть, там все было на грани, как говорится. А пока команда занята трассой, в отделе подвижного состава в Минске собирают особенный транспорт. Электромобиль, способный без сбоев работать в самую жуткую жару. Предыдущие машины мы делали для нашего белорусского мягкого климата. Сейчас нам пришла задача, где климат совсем другой. Это тропики, это жесткий климат. Температура достигает больше 50 градусов в тени. Там есть еще и влажность, есть еще и морской климат, есть и пустыня, песок. В общем, задача непростая. Представьте, что какая-то аварийная ситуация, машина зависла. Не висит там где-то под солнцем полчаса. Да за полчаса там просто все сварятся и сжарятся, все эти пассажиры. Сегодня инженеры приступают к монтажу тягового модуля, ключевого элемента, обеспечивающего движение машины. Тяговый модуль тщательно закрепляют, чтобы конструкция не качалась. Нельзя расслабляться. Каждая деталь должна быть установлена идеально, ведь впереди у карата серьезное испытание. Особое внимание уделяется электрике. Даже незначительное замыкание при высоких температурах способно спровоцировать пожар и вызвать сбои в работе системы. Главная задача – создать надежный транспорт и подготовить его к работе в экстремальных условиях. Когда машина уже была собрана, стояла в цеху, готовая, приходишь к машине, она выглядит как титан. Это большая, действительно самая большая наша машина. Этот электромобиль собрал в себе лучшие инженерные решения компании и получил название Unibus Karat U4-212. Его оснастили мощной системой кондиционирования, двухступенчатой пневматической подвеской, энергоавтономностью и передовыми системами безопасности. В условиях жары он остается комфортным и экономичным. Расход энергии у Карата в 4 раза ниже, чем у автобуса той же пассажировместимости. Но сможет ли Карат конкурировать не только с автобусами, но и с самым привычным видом городского транспорта, таким как метро? Если у нас все получится, то это будет самая дешевая альтернатива метро. 1 километр нашей путевой структуры стоит порядка 5 миллионов. А метро, если взять, то цифры начинаются от 80-100 миллионов за километр. Иногда скальный грунт должны выгрызать тоннель под землей диаметром там 9-12 метров, чтобы там пошел тоннель метро. Представляете, сколько это сложно и безумно дорого. Если сравнивать нашу систему и метро Siemens, которое находится в Дубае, то разница очевидна в цене пролетного строения, а также в использовании модульности наших транспортных средств. То есть мы в любой момент времени можем добавлять либо убирать часть подвижного состава из депо. И это у нас происходит довольно-таки быстро за счет системы управления. Мало кто о нем слышал, но по оценке экспертов, пассажиры будущего направиться на станцию Карат вместо станции метро. Если этот прогноз оправдается, Карат может превратиться в самостоятельную индустрию. Это одна из моделей электромобиля, беспилотного, рельсового электромобиля на стальных колесах. Что важно, беспилотный, значит, нет водителя, нет проблем с человеческим фактором. Рельсовый, значит, он едет по рельсам. На стальных колесах, потому что можно ехать и на пневматических колесах по рельсам, или там на полимерных колесах. Именно на стальных колесах, потому что минимизируются затраты энергии на качение колеса. Однако, чтобы стать транспортом будущего, Карат должен пройти серию испытаний.
одним из которых является тест на электромагнитную совместимость. Проверяем, чтобы Unibus был устойчив к воздействию внешних электромагнитных помех, например, при проезде вблизи линии электропередач. Также, чтобы сами системы устройства Unibus не создавали критических помех для работы другого оборудования, например, станционной системы управления или проезжающих рядом с Unibus автомобилей. Тяговый модуль Карата помещают в специальную радиобезэховую камеру и закрывают стальные двери. Внутри камеры создается мощное искусственное электромагнитное поле, воздействующее на все электронные системы модуля. За ходом испытаний следят из операторской. Все показатели соответствуют допустимым значениям. Unibus безопасен для эксплуатации в комплексе, устойчив к каким-то внешним воздействиям, что также повышает его безопасность. Безопасен для инфраструктуры, где расположен комплекс. Все было в диапазоне нормативных документов. Пройти тестирование в радиобезэховой камере – это была легкая часть программы. Сложная часть заключается в том, чтобы доставить Карат за 4000 километров из Минска в Шарджу. Сначала мы хотели его доставить самолетом, но, к сожалению, из-за больших габаритов и большого веса груза он не помещался ни в один самолет, за исключением, там, может быть, военно-транспортного Ил-76. Но там была другая проблема. Такие самолеты берут очень большие деньги за доставку. Это получалось порядка 250 000 евро. Поэтому мы решили доставить его морским путем. Инженеры спешат запустить Карат по путевой к предстоящей встрече с потенциальными заказчиками. Разделенные на 2 отдельных модуля, его помещают на 2 грузовые платформы, и он покидает сборочный цех. Впереди его ждет путешествие по железной дороге для погрузки на борт корабля в порту Клайпеды. Но никто и не подозревал, что в Балтийском море он окажется на 30 дней позже срока. Обострившаяся геополитическая обстановка срывает все сроки и ставит под угрозу реализацию всего проекта. Это был большой стресс, потому что это было перед Новым годом, большая загрузка. Самолет мы уже не рассматривали, так как груз туда не помещался. Было выбрано железнодорожный транспорт как более надежный. Но, к сожалению, и там возникли проблемы, потому что железная дорога нам так и не дала разрешения на доставку, ссылаясь опять же на габариты груза и на усложнившуюся ситуацию на границе. Но мы все-таки смогли
привезти в Арабские Эмираты. В феврале 2023 года «Карат» пересекает белорусско-литовскую границу на 2 грузовиках, и его доставляют на борт контейнеровоза в порту Клайпеды. Балтийская, Северная, Кельтская, Атлантический океан, Средиземная, Красная, Аравийская. Долгое путешествие через моря и океаны заняло еще почти 40 дней. И, наконец, контейнер с ценным грузом прибывает в Персидский залив к берегам Шарджи. После того, как он приехал, мы его расконсервировали и определили, повлияла ли морская среда на наше транспортное средство. Ну, убедились, что не повлияло. Рабочие приступили к установке электромобиля на надземную трассу. Сергей, там движение есть или нету? Движение есть. После прохождения промежуточных тестов всему комплексу предстоит пройти самые сложные испытания. До завершения проекта остается всего 1 шаг. Самое опасное при испытаниях транспорта, и неважно какая скорость, это сход машины с путевой структуры. И при этом чем выше скорость, тем это опаснее. Центр управления тестовой трассой в Арабских Эмиратах. В салон Юнибуса загружают 3,5 тонны металла. И теперь его, пожалуй, можно сравнить по весу с легким танком. Испытатели проводят последние предстартовые проверки. Результатом тестирования может стать либо ошеломляющий успех, сравнимый с появлением первых железных дорог, либо провал, который обойдется слишком дорого. Любой сбой, он может быть опасен своими последствиями, которые иногда непредсказуемы. Но в договоре, как правило, есть такая строчка, что в случае расторжения договора, значит, мы за свой счет должны демонтировать все наши станции, вокзалы, снести путевую структуру, повыдергать все опоры и везти все это куда-то далеко на свалку, привезти этот участок земли в первоначальный вид. Там должна быть пустыня. В испытательный центр прибыли высокопоставленные чиновники Эмирата Шарджа. С одной стороны шейхи, готовые оценить новый вид транспорта, с другой стороны инженеры, которым предстоит доказать работоспособность технологий. Центр управления дает зеленый свет, и массивная стальная машина начинает движение. Видеорегистраторы передают изображение с высоты птичьего полета. Но у техников нет времени любоваться видами. Они полностью поглощены тестированием. Сможет ли собранный в Минске 12-тонный юнибус развить скорость в 120 км в час на трассе, собранной в Шардже? Когда мы разгонялись только на аккумуляторах, мы не могли получить больше скорость, чем 30 км в час. Проблема с разгоном возникла из-за того, что недостаточно мощности разгона. А чтобы увеличить скорость, нужно было еще дать дополнительную мощность. И эту мощность мы подавали через рельс. Левый и правый рельс
плюс-минус. Напряжение около 1000 вольт. Техники собирают информацию. За скоростью и поведением Карата следят из центра управления. Карат успешно завершает тестовый заезд. Несмотря на все трудности, команда UST доказала работоспособность своей технологии. Строительство завершено, открывая новые горизонты для пассажирских перевозок. Мы предусмотрели множество вариантов безопасности для того, чтобы никаких последствий убегания машины за пределы транспортного комплекса, чтобы этого ничего не было. Я знаю, что оно поедет. Мы для этого проектировали все. Лучшие системы и даже в светлом будущем не появятся, потому что мы достигаем пределов возможного роста показателей, исходя из законов физики. Комплекс «Карат» — триумф инженерной мысли. Его трасса растянулась более чем на 2 километра и стала самой высокой и грузоподъемной среди всех проектов компании. А Юнибус буквально летит над песчаными барханами Шарджи, обгоняя автомобильный поток на прилегающей дороге. Реализация проекта стала значимым событием. Здесь уже побывали делегации из 20 стран мира. И я ехал над поверхностью Земли. Это был для меня абсолютно новый, незабываемый опыт. Когда я сидел внутри, казалось, что я как будто плыву на лодке по Нилу. И нет этого шума, как в обычном транспорте. Пришло то время, когда мы будем ездить над пробками и не стоять на светофорах больше в городах. Мы ехали очень быстро, почти 120 километров в час. Но внутри скорость почти не ощущается, как в компьютерной игре или что-то в этом духе. Он не похож ни на какой другой транспорт. И вот то, что мы демонстрируем, то, что мы делаем, мы как раз показываем, что мы обогнали всех и навсегда. Чтобы нас догнать, надо повторить то, что мы делаем. Анатолий Юницкий смог доказать, что «Карат» способен решить проблему пробок в условиях экстремально жаркого климата Арабских Эмиратов. Комплекс успешно прошел экспертизу и был рекомендован Министерством дорог и транспорта Дубая для строительства 25-километровой трассы в туристической зоне города. Демонстрация «Карата» вызвала коммерческий интерес не только в Дубае. Индия выбрала струнный транспорт для создания туристической переправы через один из самых живописных и величественных водопадов мира. В одной из санаторно-курортных зон Восточной Европы «Карат» свяжет несколько корпусов маршрутом через хвойный лес, обеспечив комфортное передвижение отдыхающих. В прибрежном городе на Черноморском побережье власти рассматривают «Карат» как удобное решение для перевозки туристов из аэропорта в отели и к ключевым достопримечательностям. В Ростове-на-Дону комплекс поможет снизить заторы на дорогах, связав исторический центр с левобережной частью, а также автовокзал с международным аэропортом Платов. В Малайзии технология заинтересовала правительство как инновационное решение для соединения сотен мелких островов, что значительно упростит передвижение местных жителей внутри страны. Команда Юницкий String Technologies преодолела пустыню, жару, бюрократию и технические вызовы. Они не просто построили комплекс «Карат», они проложили новый путь в будущее своей компании. Что будет дальше? Сможет ли эта технология перевернуть представление о пассажирском транспорте во всем мире?
Ответ на этот вопрос в будущем, которое уже мчится по струнным рельсам.